Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами посмотрим снова новинки третьего каталога, потому что часть продукции приехала ко мне чуть попозже. И в этом видео мы с вами рассмотрим крем для рук и мыла Love Latte, также посмотрим два набора украшений с кристаллами, лоток с акварельным принтом, новинку мини-версию парфюмерной воды Possess и румяна в шариках Giordani и матирующую пудру Giordani. Если вам все это интересно, то поехали! Новинка даже не третьего, а второго каталога – это набор из крема для рук и мыла Love Latte. Всем, кто знает совершенствовать английский язык, разрешаю критиковать меня за неправильное произношение, потому что я смотрела в Google переводчике. Я не знаю слова latte – это любовное послание, как мне сказал переводчик. И вот этот набор, он полностью символизирует именно любовное послание. Как сказала моя дочь, собрали все интересные фразы о любви и поместили на упаковку крема для рук и мыла. Давайте рассмотрим каждый продукт отдельно. В наборе у нас крем для рук. Он нежный, увлажняющий, в тюбике с любовным посланием. И аромат этого крема для рук построен на цветочных нотах в сочетании со свежими цитрусовыми и малиновыми, а также захватывающим бархатистым шлейфе мускуса и ванили. Крем для рук у нас увлажняет, питает, делает кожу мягкой и гладкой, и вы видите, как он катается по руке. У него абсолютно тающая текстура. Это не крем, а это опять у нас лосьончик, который упакован в тюбик для крема, но при этом он очень приятный, и аромат у него до боли знакомый. Почему-то все в последнее время вот эти вот лимитированные коллекции кремов для рук делают с какими-то очень нежными, приятными ароматами из детства. Наверное, это ароматы какой-то маминой парфюмерии или каких-то отдушек для шкафа, которые были в моем далеком детстве. Но вот аромат действительно очень приятный. Пирамида описана такая красивая у этой коллекции. Ну и дизайн, надо сказать, к 14 февраля, я, правда, не знаю, кто будет дарить на 14 февраля крем для рук, может быть, маме или бабушке объясниться в любви. Ну, мальчики, девочкам не надо дарить, подарите что-то, что подчеркнет ее женственность, ну, я не знаю, там, цветы или украшения какие-то, о которых мы тоже еще поговорим в этом ролике. Но крем для рук, наверное, вы признаетесь в своих чувствах своей маме, или своей бабушке, или тете, или сестре, тоже как вариант. Я думаю, будет удачным подарком этот набор. Также в этом наборе еще у нас присутствует мыло. В креме для рук 75 мл, а в мыле у нас 75 грамм. Упаковано в мягкую упаковку. Также здесь есть у нас какие-то красивые слова. Давайте вскрывать уже упаковку и смотреть на сам кусочек. Я считаю, что вот прям милая милота. Может быть, не какая-то там фигурка в виде львенка красивая, да, именно прям точеная, как у нас вот в детской, например, серии Disney, но сделать из мыла конвертик — это тоже классная, на мой взгляд, идея. Еще и конвертик, который запечатан сердечком. Мыло тоже приятно пахнет, но вот знаете, для меня все-таки аромат вот этой серии, он больше резкий, чем сладкий или цветочный. Он какой-то, наверное, правда, вот как в описании есть, здесь цитрус, здесь есть малина, наверное, это малина, хотя вот, по-моему, в Happy Desiac была малина, там вот она более какая-то мягкая, более сладкая, а здесь это вот прям цитрус. Поэтому вот такой наборчик, если поймаете на складе хорошо, будет вашим любимым счастье в виде вот такого милого подарка. Следующая новинка третьего каталога — это парфюмерная вода в мини-спрее 8 мл Possess. Два мини-спрея новых в этом каталоге — это Эмбо и Lexi. Мы его смотрели в видео о новинках третьего каталога. Я думала, оно будет одно, но вы можете посмотреть его по ссылочкам здесь вверху. Ну вот второе, пришла еще одна водичка, и давайте о ней немножко совсем поговорим. Possess — это аромат изящной соблазнительницы, вдохновленная история о Клеопатре и Марке Антонио. Пьянящие ноты иланг-иланга превращают чарующий и наполненный светом гипнотический букет в волшебный эликсир, который поможет навеки покорить избранника. Композиция заявлена как шипрово-цветочная, дополненная фруктовыми
фруктовыми нотами. На самом деле композиция включает более 80 ингредиентов. Это информация с независимого сайта об этом аромате, но мы знаем самые основные, сейчас я вам их расскажу. Аромат раскрывается яркими нотами сочного королевского ананаса и нежной фрезии в сочетании с энергичным грейпфрутом. В сердце манящий микс из сладкой малины, утонченного цветка апельсинового дерева флёр-д'оранжа и контрастных нот чувственного иланг-иланга. И завершает композицию теплый шлейф из шри-ланкийского сандала, который сопровождает драгоценные пачули и выразительная мадагаскарская ваниль. Ну что, давайте протестируем. В нашем бьюти-чате сообщество «Взлет», клиентов, партнеров сообщества «Взлет» этот аромат сравнивают с нишевой парфюмерией. И знаете, я всегда проходила мимо аромата Pose. Мне он казался каким-то слишком серьезным. Для меня вот это вот соблазнение такое, да, искушение. Но именно протестировав вот в мини-версии, мне этот аромат понравился. И я даже подходила к мужу, ну, наверное, странно спрашивать у мужчины, как тебе аромат соблазнительницы, потому что он по факту ему должен нравиться, да, но ему он очень понравился. Он прям самый позитивный мне высказал мысли на тему этого аромата. И я приняла решение, что мини-версию я точно возьму и, возможно, даже когда-то дорасту до полноразмерной версии. Поэтому, если вы так же, как и я, не знаете еще, действительно ли вот ваш ли это аромат, берите мини-версию. И вот Oriflame классно, что пополняет постоянно каталог вот подобными ароматами, вот таких вот, ну, назовем их так, рефилах. Поэтому, мне кажется, новиночка прям классная. Я желаю Oriflame, чтобы эти мини-версии появлялись вот на все ароматы каталога. Давайте посмотрим теперь аксессуары, которые предлагает нам Oriflame, еще пока предлагает в этом каталоге. Это наборы украшений с кристаллами из кубического циркония. Давайте рассмотрим первый набор. Это набор украшений с кристаллами-каплями. Приходит в подарочной упаковке, украшенной весенним принтом. Вот здесь в середине упаковки есть окошко. Это специально для того, чтобы вы могли подписать, либо какие-то приятные слова, сердечко нарисовать, кому этот подарок и подарить. Я считаю, что круто, что Oriflame уже нам сразу продумал подарочный дизайн для того, чтобы мы могли использовать подобные продукты в качестве подарка. Сзади мы видим информацию о продукте, и украшения заклеены на индивидуальный скотч, и вы можете быть уверены, либо человек, которому вы дарите, что эти украшения до вас никто не надевал и никто ими не пользовался. Итак, открываем коробочку, она вот раскладывается как книжка, и мы видим значки, которые объясняют нам, как правильно пользоваться украшениями Oriflame. Нельзя в них принимать ванну, либо душ, нельзя брызгать парфюмом, хранить надо в коробочке, лучше не спать и протирать мягкой тряпочкой. Открываем упаковочную тоненькую бумагу, которая заклеена логотипом Oriflame, и видим, что на бархатной подложке лежат украшения. Это серьги, гвоздики и ожерелье. Хочу сказать о кубическом цирконии, потому что оба набора, которые я вам сегодня показываю, выполнены именно из этого камня. Кубический цирконий оптически безупречный и совершенно бесцветный камень. Его оттенок эквивалент D по градации цвета алмазов. А мы знаем, что чем более бесцветным кажется камень, тем он реже и ценнее. Цирконий обладает меньшим блеском, чем алмаз, но он с более яркими вспышками цвета. Когда будет свет попадать на ваши украшения, то они будут бликовать, в сравнении выглядеть как маленькие бриллианты. И этот цирконий, он также очень прочный. Его прочность очень высокая, 8,5 баллов. И используется этот камень многими известными ювелирными домами. Например, та же всемирно известная Pandora предлагает огромный ассортимент именно с кубическим цирконием. Это самый широко используемый камень данного бренда. Если мы будем говорить о моем наборе, то основной материал здесь золотистого цвета, и это латунь, и покрытие тоже здесь из латуни. Мы видим серьги-гвоздики и колье-цепочку. Длина цепочки 40 сантиметров плюс 6 сантиметров дополнительно. И вставки из кубического циркония искрятся на цепочке, как капельки чистейшей воды. Выглядит это очень нежно, приятно,
элегантно. И наборчик, он, конечно, очень изящный, небольшой, но достаточно романтичный, и камни выглядят действительно очень красиво. Вот таким образом выглядит ожерелье. Я его надела на минимальную длину, без 6 дополнительных сантиметров, чтобы вы видели, вот как эта подвеска будет выглядеть на шее. Серьги, гвоздики, здесь тоже вот эти кристаллы, которые очень ярко бликуют, блестят, они в золотистом обрамлении латуни. Давайте тоже посмотрим их на ушках. Вот таким образом выглядят гвоздики на ушках вместе с ожерельем в комплекте. Это можно носить комплектно, потому что это вот очень элегантно, очень ненавязчивое украшение. И по секрету, наверное, вам скажу, что мои самые любимые гвоздики — это когда один камушек. Но здесь есть еще небольшое обрамление, но в принципе оно мне даже не мешает. Мне вот нравится, когда просто в мочке торчит камушек, и все, больше ничего, никаких вокруг там, что очень часто любят делать, дополнительных металлических каких-то украшений. И вот здесь это выглядит прямо очень женственно, на мой взгляд. Как вы считаете? Буду ждать ваши отзывы. Если же набор с кристаллами каплями показался вам маловат, то предлагаю обратить вам внимание еще на один набор, тоже с кубическим цирконием, только уже с крупными кристаллами. Приходит он в такой же подарочной коробочке, упакованной на индивидуальный скотч. Здесь вы встретите те же самые значки. И давайте откроем уже упаковочную бумагу и посмотрим, как же выглядит второй набор. В этом наборе кристаллы кубического циркония придают новое значение блеску этих камней, ловя весенний свет каждым движением. Материал этого набора — латунь, нержавеющая сталь, кубический цирконий и имитация родиевого покрытия. Именно вот эта имитация, она дает уже этому набору серебристое звучание. Давайте же рассмотрим его поподробнее. Мы видим в наборе ожерелье, длина цепочки 45 сантиметров, по длине эта цепочка плюс 6 сантиметров дополнительно. Давайте ее сразу же примерим. Вот сразу заметно, что цепочка чуть-чуть пониже, 5 сантиметров, и уже посмотрите, насколько ниже начинается подвеска. Кстати, размер подвески 1 сантиметр, и одинаково выглядит подвеска вместе с сережками. Вот она абсолютно такая же, одинаковый здесь вот этот крупный кристалл кубического циркония, и гвоздики в этом наборе покрупнее. И ножка, вот на которой висит сама подвеска, она украшена еще дополнительно сияющими кристаллами. Ну что, давайте посмотрим, как будут выглядеть эти сережки на ушках. Кстати, у сережек есть еще дополнительная силиконовая заглушка. Вы можете использовать как металлическую застежку сзади, так и силиконовую бесцветную. Ну что, мне кажется, что этот набор выглядит достаточно эффектно. Как вы считаете? Вот подняла вам чуть повыше, чтобы вам было видно подвеску, как она сочетается с сережками. И также я, конечно, не могу не отметить, что украшения с кубическим цирконием, они дополняют совершенно любой образ, и вечерний, и дневной, и деловой, и они очень хорошо сочетаются и с золотом, и с серебром, и внешне нисколько не уступают бриллиантам. По-моему, очень красивая бижутерия. Завершить свой неповторимый весенний образ Oriflame предлагает нам элегантным атласным платком с красивым цветочным принтом. Приходит платок в целлофановой упаковке, давайте его рассмотрим. Материал полиэстер, и принт действительно очень красивый. Он акварельный. Смотрите, как здорово выглядит. Достаточно яркий. Если вы любите пастельные, какие-то нейтральные, нежные, пудровые оттенки, то это не то. Это именно яркое, вот такие мазки акварели. Но смотрите, как здорово здесь есть и зеленые, и фиолетовые, и с синим, и с оранжевым можно сочетать. Вот с огромным количеством образов можно создать очень много стильных вариантов с этим платком. Он действительно атласный, очень яркий, и мне даже кажется, что он двусторонний, то есть он одинаково яркий с двух сторон. Но мы находим ярлычок, и ярлычок нам показывает, где изнанка. И вместе с ярлычком мы находим бумажку, этикетку о социальной ответственности Oriflame. То, что этот аксессуар на 30% сделан из пластиковых бутылок. И это говорит о социальной ответственности компании. Кстати, в каталоге нет об этом упоминания, поэтому имейте это в виду, что при производстве данного аксессуара не выпускались новые материалы,
материалы, а взяли уже те, которые и так есть на нашей планете. И наша планета не засоряется при производстве, а наоборот даже очищается, становится меньше пластиковых бутылок. А край обработан очень-очень тоненьким подворотом у этого платка. Но мне кажется, что даже если вы перепутаете лицо и изнанку, то сильно не будет видно, как вы его надели, правильно, неправильно, поэтому надевайте как хотите. Размер этого аксессуара 90 на 90. Вот таким образом он выглядит, повязанный на шее, но я повязала самым простым способом, а вы в интернете можете найти огромное количество способов, как повязать именно такой размер, и желаю вам безграничного полета фантазии, потому что вот с этим принтом можно действительно экспериментировать и повязывать разными красками к лицу. Вы хотите, вот как у меня, смотрите, даже вот этот оранжевый, он стал красным оттенком, когда вот я его уже повязала. Зеленый можно вытащить, можно спрятать. То есть это все по вашему желанию, но в любом случае подобный платок будет очень ярким акцентом в весеннем образе, когда природа расцветает и тоже хочется ярких красок. Специально подвинулась к вам поближе, чтобы мы могли рассмотреть и протестировать на лице новую матирующую компактную пудру Giordani и юбилейный выпуск румян в шариках, тоже Giordani Gold. Давайте начнем с матирующей пудры. Упаковка у пудры стандартная, черное и золотистое тиснение, полностью нанесена вся информация. Пудра предлагается в двух оттенках: слоновая кость и теплый беж. И сейчас я нанесу на лицо оба оттенка, и вы поймете, насколько они разные, и я надеюсь, что это поможет вам легче подобрать оттенок именно себе, тот, который вам нужен. Производство матирующей пудры Италия. Я знаю, что для некоторых это очень важно. И вот в этой пудре 8 грамм. Приходит она в уже знакомой нам черной коробочке, украшенной логотипом Giordani. И внутри мы видим зеркало полностью во всю крышку. И вот такая пуховка, с помощью которой вы сможете наносить пудру на лицо. Кто-то предпочитает кистью, ну тогда получается более легкое покрытие, а вот на мой взгляд для легкого покрытия есть рассыпчатые пудры, а компактная пудра — это именно тот предмет, который мы носим с собой для того, чтобы вот прибить блеск, для того, чтобы закрепить макияж. Я вот специально сейчас не пользовалась пудрой, вот прям весь блеск, который у меня есть за весь день съемок сейчас у меня на лице, чтобы мы могли протестировать, как эта пудра будет справляться с матированием. Потому что она обещает безупречный матовый шелковый финиш без жирного блеска. Обещает невесомое покрытие, которое будет выравнивать тон кожи и визуально скрывать мимические морщинки, также другие несовершенства. И пудра будет защищать кожу благодаря экстракту шиповника и витаминам С и Е. Я, знаете, такой человек, я не люблю голословных таких утверждений. Я люблю, когда все подкреплено доказательствами и аргументами. Кто давно со мной, те это знают. И я заморочилась. Я взяла пудру прошлую Giordani. Мне стало очень интересно, это вот та же самая пудра или вот абсолютно другая. И я составила таблицу по составу двух пудр. Вот почему-то именно вот данный момент меня очень заинтересовал. И в одной части таблицы я вам сейчас покажу прошлую пудру, в другой части таблицы данную пудру компактную, которая вот новинка, и я могу сказать, что это абсолютно другой продукт. Есть ингредиенты, которые перекликаются, но их очень-очень мало, и в новую матовую пудру добавлено столько крутых ингредиентов, которые делают именно ее состав особенным. И если вы сейчас глянете на таблицу, то вы увидите такие ингредиенты, которые будут ослаблять ощущение жирности, улучшать консистенцию продуктов, даже уменьшать сухость кожи. Также есть ингредиент, который является эффективным корректором морщин. Я не называю их названия, потому что я это просто не выговорю, просто подчеркиваю на экране. Он изготавливается из очень мягкого полиуретана, обладает мягкой текстурой и создает ощущение гладкости продукта. Соответственно, пудра будет хорошо распространяться по коже. Этого ингредиента в прошлой пудре не было. Также есть здесь магниевая соль.
миристиновой кислоты, то есть это минеральный продукт. Она используется для улучшения адгезии, это прилипание к коже, для улучшения скольжения, текстуры минеральной косметики. Она придает характерную влажную мягкость и обладает способностью связывать компоненты вместе, что позволяет им плотнее прилегать к коже и дольше оставаться макияжу в первозданном виде. Это говорит о том, что данную пудру можно использовать для знаменитой техники бейкинга. Это когда вы наносите очень-очень много продукта, и через некоторое время, через 10-15 минут вы удаляете излишки пудры, а она уже связалась вместе с предыдущими слоями косметики, и кожа выглядит совершенной, и очень стойкий макияж, он очень долго держится, и этим способом нанесения декоративной косметики, именно тона кожи выравниваем, пользуются очень многие голливудские звезды. Давайте еще посмотрим на табличку, и вы увидите, что здесь также есть ингредиенты, которые используются для уменьшения количества кожного сала и количества очагов воспаления. И также диоксид кремния мы находим, который используется для контроля жирного блеска и будет делать кожу матовой, гладкой и визуально моложе. Это будет позволять сохранять внешний вид, свежий именно кожи лица очень-очень долгое время. Я надеюсь, что вам интересно было вместе со мной поразбираться в составе. И вы видите, что дополнена пудра многими классными ингредиентами, которых не было в предыдущей версии пудры Giordani Gold. Ну что, вот я держу как раз в руках светлый оттенок пудры. Это 34637, слоновая кость. Я сразу отмечу интересный тоже нюанс, что на этой пудре нет никаких логотипов, каких-то тиснений. И даже когда я провожу пальцем, настолько это мягкая и гладкая текстура продукта, что вот на пудре совершенно не видно, что я здесь проводила пальцем, то есть как будто вот она чистенькая, новенькая, но на пальце вы видите, насколько плотно ложится пудра, насколько плотно она остается. И когда я переношу на руку, то я вижу действительно невесомое покрытие. Это вот как мягкая, тонкая вуаль. Давайте я нанесу светлый тон сейчас на одну половину лица, чтобы вы посмотрели, как эта пудра ложится. И даже при нанесении кистью она очень мало пылит. Я еще не тестировала на себе второй оттенок, но я могу сказать, что вот я бы брала вот этот оттенок. Во-первых, смотрите, вы видите, что блеск ушел? Может быть, есть какое-то сияние от света моего, но вот блеска нет вообще. Я сейчас смотрю в зеркало, и я вижу, что вот эта сторона у меня еще с блеском. Я сюда пудру не наносила. Сейчас мы сюда второй оттенок нанесем, заодно сравните оттенки. А здесь блеска нет. И вот я считаю, что вот, несмотря на то, что эта пудра светлая, я отношу себя к девушкам с чуть темнее среднего оттенком кожи, с теплым оттенком кожи, и мне вот этот светлый подходит. Вот абсолютно прозрачное, невесомое покрытие. Очень нежная пудра, мне нравится. Я пользуюсь предыдущей версией пудры Giordani, и она мне тоже очень нравится, но она более плотная и более бархатная, а это более невесомая. Давайте смотреть второй оттенок. Второй оттенок у нас 34638, это теплый беж. Вот вы видите, насколько разные цвета. И теплый беж — это откровенно рыжий оттенок. Мне кажется, что его можно даже использовать как контуринг, либо когда кожа загорелая. Давайте я сейчас нанесу, и мы с вами вместе посмотрим. Давайте сначала сравним на пальце. Вы видите, что вот на пальце, вот по сравнению с белым оттенком, здесь прям вот откровенно желтый песочный цвет. Сейчас я нанесу вот этот второй оттенок на вторую половину лица и сравним. Я, кстати, еще не наносила, поэтому мне вот тоже интересно будет сравнить. Такой же ли явно выраженный будет вот этот цвет. Да, я вижу песок, я вижу песочный цвет на лице. Возможно, даже он мне идет, потому что у меня теплые оттенки, но если вы блондинка, если вы холодного цветотипа, нет, только светлое. Даже я вот наношу, и я вижу, что у меня лицо, я не знаю, видно ли вам сейчас, но прям вот эта часть лица, она с песочно-желтым отливом. А знаете, что я сейчас подумала? Кисть, она распределяет очень мягко. Давайте я возьму пуховку
И прямо пуховкой сейчас нанесу светлый тон. И мы посмотрим, что это будет. Во-первых, я вижу, что с помощью пуховки матовый эффект, он становится еще более ярко выраженным. Я вижу, что прям вот кожа стала как персик просто. Я не знаю, видно ли вам, вот я специально поближе села, чтобы вы могли посмотреть. Видите, да, кожа стала очень-очень нежной и очень бархатной, при этом покрытие невесомое, как будто это вот моя кожа, именно такая красивая. Боже, моя кожа такая красивая, это мечта. Так, давайте я нанесу второй теплый беж. Ну, у меня просто неровная кожа, я это прекрасно понимаю, поэтому вот такие продукты, они меня, конечно, очень вдохновляют. Давайте прям вот на пуховке вам покажу разницу. Вот смотрите, это светлый, а вот это теплый беж. Вы видите разницу? По-моему, вот она прям очевидна. И сейчас я наношу на вторую сторону. Вот смотрите, что. Видите? Вы видите? Вот я вижу. Вот это вот тот песок, который уже сейчас стал вот явно видно. И это уже ничем не прибьешь и не уберешь. Это если вы хотите кожу цвета загара. О! Вы видите это? Вы видите разницу? Вот сейчас вы точно должны увидеть разницу. Да, хорошая была идея показать не просто с кистью, а с пуховками. Вот сейчас вы можете видеть, как отличаются вот эти два оттенка пудры. Пудра отличная, матовость на высоте, оттенок подбирайте внимательно. И сейчас, пока я такая разноцветная, давайте протестируем румяна юбилейного выпуска на разном тоне лица. Как они будут выглядеть на более загорелом, на желтом таком, да, оттенке лица, тепло-коричневом и на светло-фарфоровом. Сначала давайте рассмотрим сами румяна. Они в такой же черной картонной упаковке, золотистым украшен тиснением коробочка. И румяна, прям на них написано, что они к 45-летию юбилея бренда Giordani Gold. К этому юбилею также выпущена коллекция Giordani Gold Essence Blossom. Я делала отдельный ролик про парфюмерную воду, часы и ожерелье. И вот румяна, это тоже к тому же юбилейному выпуску. Это лимитированный выпуск легендарных румян в шариках. И, наверное, в связи с лимитированным выпуском оригинальная очень упаковка у этих румян, которые я до этого не видела. Производство румян тоже Италия. Кстати, буду очень ждать ваши версии в комментариях, почему сделали такую упаковку. Смотрите, крышечка с зеркалом, здесь пуховка лежит, и внутри сами румяна. И вот эта крышечка, она откручивается. То есть это вот из двух частей состоит. И мы можем вот эту пуховку, я не знаю, почему они так сделали, такую крышку, наверное, чтобы пуховка не выпадала. То есть она не будет выпадать, если вы просто откроете. Ее надо вот так вот с усилием доставать. В общем, такая сборно-разборная коробочка. На крышке есть зеркало, и оно сейчас заклеено. Я не буду отклеивать, ладно, заклеено дополнительно еще пленочкой. Сами румяна заявляются производителем как шарики нежные, как шелк текстуры с золотистым сияющим оттенком, на который разработчиков вдохновила красота жемчуга, добытого со дна Средиземного моря. Формула с гиалуроновой кислотой в составе румян смягчает и разглаживает кожу, омолаживая ее и наполняя ее благородным сиянием. Как пользоваться? Опускаем кисть для румян в румяна, набираем и наносим. Так как кисть у меня, получилось так, что одна, я буду, давайте, наносить пуховкой. Хотя она, в принципе, только транспортировочная. Она служит вот для того, чтобы румяна там не бились в этой коробочке, и наносить их лучше кистью. Хотя давайте я схожу за кистью. Вот я взяла кисть для румян, и мы опускаем кисть и вводим по шарикам, чтобы набрать нужное нам количество продукта. Обычно румяна в шариках можно наслаивать. Также вы можете использовать какой-то отдельный оттенок шариков, чтобы добиться желаемого эффекта. Например, если вы соберете только розовые, то у вашей кожи будет розовое сияние. Если вы соберете только, например, вот светлые, светло-бежевые или персиковые, то вы добьетесь определенных оттенков. Но вообще румяна в шариках устроены таким образом, что они смешиваются. Вот все
оттенки шариков смешиваются на кисти, и когда вы наносите, то цвет подстраивается под вашу кожу. Вот мы сейчас это посмотрим. У меня же с одной стороны здесь рыжая кожа, с другой стороны светлая. И мы сейчас нанесем и увидим, как румяна будут подстраиваться под оттенок моей кожи. Обычно румяна в шариках Oriflame легко наносятся, легко тушуются, и интенсивность цвета можно хорошо регулировать. Вот я вижу, что здесь преобладают сейчас у меня розовые оттенки. На съемке, где вот нужно именно красивое скульптурирование, я очень люблю брать именно румяна в шариках. Во-первых, потому что такой набирается многогранный цвет. Никогда не понимаешь, какого именно он оттенка. Розового, бежевого, цвета шампанского, есть что-то от хайлайтера здесь. И этот цвет очень хорошо растягивается. И вы видите, вот я сейчас нанесла на светлую сторону, здесь преобладание, вот по крайней мере я вижу, розовых тонов, и больше даже уход, несмотря на то, что теплая гамма, больше уход золотистая. То есть светлая кожа больше берет такого розового подтона из этих румян. Смотрите, как хорошо тушуются, хорошо наносится. Но у меня сейчас такие походные, да, условия, я не делаю профмакияж, у меня задача просто показать вам, как эти румяна выглядят на коже, как они наносятся. А сейчас на вторую сторону, вот видите, специально поворачиваюсь к вам такой загорелой стороной, я буду наносить эти же румяна из этой же коробочки, этой же кистью. Смотрите, я наношу, и мы видим, что больше преобладание идет коричневых оттенков. Вот здесь прямо розовый подтон, светленький, так хорошо бликует, сияет, мне очень нравится. А с этой стороны больше идет уход в беж и в коричневый, потому что здесь более темный, более рыжий подтон, ну, благодаря нашей пудре матирующей. Вот так это выглядит. Может, я не совсем ровно сейчас нанесла, но суть вы поняли, что оттенок очень красивый, мне нравится. Иногда бывают такие румяна, знаете, прям вот чисто вот розовое, иногда бывает прям одно сияние сплошное, иногда бывает прям бежевый беж. Недавно был, помните, хайлайтер мы тестировали, он был заявлен как хайлайтер светлый, а на самом деле это получилась какая-то бежево-золотистая гамма. А здесь действительно приятное мерцание, розовое, персиковое, очень нежное. И мне кажется, что как юбилейный выпуск румян в шариках, именно вот эта коробочка, она неплохая. Сделана очень здорово итальянскими мастерами. Говорят, что делают вручную. Вот такие новинки Oriflame третьего каталога. Если вам был интересен и полезен мой обзор, я буду ждать ваш лайк под этим видео и, конечно же, ваши комментарии, что вы думаете о новинках. Ну и подписывайтесь на канал Взлет, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.